23-летний Максим вырос в доме своей матери-доярки. Деревенская жительница гордилась, что сумела воспитать мальчика, несмотря на отсутствие мужа в ее жизни. Никому не было известно, где находился родной отец ребенка, да и сама Мария не любила о нем рассказывать. Из-за тяжелого физического труда женщина очень часто болела. Ее отец Иван Кузьмич поддерживал в трудные минуты. Дедушка участвовал в воспитании Максима. Внуку нравилось проводить с ним все свое свободное время. В школе одноклассники часто высмеивали паренька из-за его старой, заштопанной одежды. Порой он приходил домой даже избитым, так как давал обидчикам отпор. После окончания учебы Максим отправился в город на поиски работы. Через некоторое время парня взяли в одну фирму курьером, здесь-то он и познакомился с дочерью своего директора. Молодые люди встретились случайно. Максим подвозил Лизу к ее дому на служебной машине. В тот вечер они обменялись номерами телефонов и стали встречаться. Девушку не волновало финансовое положение кавалера, хоть она и привыкла с детства к роскоши и деньгам. Однако родителям Лизы будущий зять не пришелся по душе. «Если не оставишь мою дочь в покое, пеняй на себя», требовал от парня Алексей Сергеевич. «Ты у меня водитель, не более того. Но мы же любим друг друга», отвечал ему Максим. «Пошел вон, щенок», кричал разъяренный мужчина. Однако после продолжения свиданий водителя с дочкой, Алексей Сергеевич подставил молодого курьера. Максим не смог на суде доказать, что не терял ценных бумаг, а Лиза без раздумий заняла сторону своего отца. В итоге ему пришлось вернуться в родную деревню. Семья приняла и поддержала его. Однажды, возвращаясь из магазина, Максим нашел щенка. Животное скулило в грязной канаве с мусором, и парень вытащил его. «Привет, дружище, буду твоим хозяином», заявил он найденышу. С тех пор Снежок стал любимцем семьи Максима. Вскоре Мария серьезно заболела. Женщине срочно требовались дорогие лекарства. Сын не знал, как быть. Где раздобыть столько денег на лечение матери? И он решил отправиться вахтовиком в другой конец страны. Максим рисковал жизнью, работая в суровые морозы, а летом терпел лесную мошкару. Как-то его бригада отправилась по реке, где были сильное течение и большая глубина. Из-за некачественного инвентаря люди утонули. Получив гроб с сыном, Мария чуть не сошла с ума от горя. Неравнодушные соседи поддержали женщину в организации похорон. «Я хочу в последний раз увидеть моего ребенка», причитала горем убитая мать. «Такое нельзя показывать, тело слишком изувечено», отвечал ей отец. Снежок начал рычать на гроб, не давая к нему приближаться. Это показалось Ивану Кузьмичу странным. Он все-таки решил снять крышку. «Это не он», — закричала при виде умершего Мария, прижимаясь к отцу. «Значит, наш мальчик жив». Они позвонили в компанию, где трудился Максим. Сотрудники фирмы дали обещание разобраться во всем. Оказалось, что тело принадлежало парню из соседней деревни. Родственники забрали гроб с погибшим в тот же день. Сестра Вера сильно горевала по своему брату. «Как же я буду теперь без него? Он был моей опорой», жаловалась девушка родителям Максима. «Так, а ты у нас оставайся. Места всем хватит», предложила ей Мария. Так Вера осталась жить у них. Снежок ходил за ней по пятам, выпрашивая ласку и провожая везде. Однажды семья узнала, что Максиму удалось выжить. Его нашли на берегу местные жители. Парня обогрели и предоставили работу. Но молодой человек потерял память, и вспомнить что-то о родных он не смог. Лесничий Матвей Степанович помог освоиться Максиму. Пожилой мужчина приютил его к себе. Как-то, перебирая старые газеты, парень увидел заметку о трагедии, которая произошла около года назад. Вдруг его осенило, когда он засмотрелся на фото бывших коллег. «Мы же были вместе», я вспомнил, и он засобирался домой. На тот момент Максим уже зарабатывал на рыболовстве и вернулся к семье. Перед этим он поблагодарил дядю Матвея за свое спасение, пригласив мужчину в гости. «Я перед вами в долгу», — сказал он ему на прощание.
«Да не волнуйся ты. Я поступил так, как обязан был поступить человек», — отвечал старик. Когда в окно мать увидела знакомый силуэт, она воскликнула: «Сыночек, мой сын вернулся». После их радостной встречи парень отправился на могилу друга, с которым работал в тот трагический день. У оградки он увидел своего любимого пса Снежка, а рядом с ним — Веру. Молодые люди разговорились. Девушка очень понравилась Максиму. Горькие переживания сплотили пару, и у них завязался роман. Вскоре он сделал деревенской красавице предложение. На пышную и веселую свадьбу собралось почти 2 деревни. Среди приглашенных гостей был тот самый лесничий Матвей Степанович. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.